Добро пожаловать на мой канал. С вами Валентина Лыкина. В этом видео я поделюсь с вами универсальным способом вязания ручек для сумки или лямок для рюкзака. Вся прелесть заключается в следующем. Подойдет к любому узору, и такие ручки не растягиваются, проверено временем. Вязать я буду из шнура карамель от пряжи Центр. Можно использовать и трикотажную пряжу, и шнур хлопковый. Не зависит от материала. Ручки будут очень плотные и будут держать форму. Характеристики этого шнура следующие. 200 грамм на 75 метров. И ширина вот этого шнурочка 5 миллиметров. Ссылочку на сайт производителя, а также промокод на скидку 5% вас ждет в описании этого видео. Там же вы можете приобрести крючки. Для шнура понадобится номер 4 или номер 5, в зависимости от вашей плотности вязания. Для трикотажной пряжи вам понадобится крючок номер 5 или номер 6. Понадобится 2 карабинчика. Мы будем использовать их сразу при вязании ремешка. А также дополнительные материалы — это свеча и ножнички. Свеча нам требуется только для полиэфирного шнура, для того, чтобы запечатать обрезанный край. И мы приступаем. Ровных вам петелек. И прежде чем мы начнем непосредственно вязать, немножечко теории. Мы набираем воздушные петли от карабина. Сколько воздушных петель необходимо набрать? Вот это мучает всех. Этот вопрос даже меня порой. Я знаю, что мой карабин вот этот занимает 5 сантиметров. Второй такой же длины, тоже 5 сантиметров. То есть всего 2 карабина у меня занимают 10 сантиметров. Мне нужна ручка готовая с учетом карабинов 1 метр, то есть 100 сантиметров. Я отнимаю от этой суммы, то есть от 100, отнимаю длину карабинов, то есть у меня 10 получилось, и в итоге 100 минус 10 получается 90. То есть я должна связать ремешок длиной 90 сантиметров. Я знаю, что одна воздушная петля из шнура у меня занимает около 0,8 сантиметра. Соответственно, если я свяжу 112 воздушных петель, у меня получится примерно 90 сантиметров. В трикотажной пряже у меня занимает 1 сантиметр одна воздушная петля. Я всегда так ориентируюсь. Значит, при вязании из трикотажной я набрала бы 90 воздушных петель для того, чтобы получить ручку 90 сантиметров. Это приблизительные значения. Во время вязания мы также, когда наберем цепочку из воздушных петель, мы примерим к сантиметровой ленте и сверимся. Сейчас необходимо запечатать вот этот край шнура. Отмеряем около 7 сантиметров. Этот хвостик мы спрячем в наш ремешок, то есть в его полотно. Берем карабин, ввожу крючок, захватываю здесь ниточку, получила рабочую петлю. Вот так необходимо уложить, чтобы у вас этот хвостик лежал в эту сторону. И провязываем первую воздушную петлю. Теперь необходимо набрать то количество воздушных петель, чтобы у вас получился нужной длины ремешок. Я повторюсь, из шнура буду набирать 112 воздушных петель, и тогда у меня получится 90 сантиметров ремешок. Но так как мне со следующей стороны нужно подсоединить карабинчик, я наберу 111 и остановлюсь. Набираем самостоятельно воздушные петли. После того, как вы набрали определенное количество воздушных петель, необходимо растянуть эту цепочку вот таким образом. И только после этого выполнить один замер от карабина до вот этой петельки. У меня получилось 89 сантиметров. И сейчас, когда я буду провязывать последнюю воздушную петлю, соединяясь с карабином, у меня как раз получится практически 90.
Сейчас берем второй карабин и одеваем его вот таким образом на крючок. Следующее, что нам необходимо сделать, провязать последнюю воздушную петлю. Делаем захват рабочей нити точно так же, как и мы делаем захват при провязывании воздушных петель. Протягиваем эту ниточку через карабин и через рабочую петлю. На данном этапе с этой стороны я все провязала. Вытягиваю петлю рабочую, вынимаю крючок и теперь с обратной стороны ввожу его, захватываю эту петельку и протягиваю через этот карабин, опускаю его вниз, вынимаю и вставляю крючок так, как он должен быть у меня. Подтягиваю эту ниточку, разворачиваюсь вот так. Хочу обратить ваше внимание, что вот рабочая ниточка у меня уходит вот так. Сейчас я буду вязать вот за этот край. То есть, если я вот так посмотрю, здесь у меня идут такие дужки и вот эти петельки. То есть с этой стороны это край вот этот воздушной петли. С той стороны, когда я набирала воздушные петли, вот эта петля это самая последняя. Поэтому, когда мы перевернулись, опустили вот так вниз рабочую ниточку, и крючок нужно ввести вот в эту же петлю, не в следующую, а в ту петлю, которая проходит у нас при соединении карабина с цепочкой. Когда я вот так разверну, вижу, вот она вот эта крайняя ниточка. Вот в нее я ввожу крючок за одну нить. Вот так вводим крючок. Вот так. Вот так это все выглядит. Здесь будьте внимательны, потому что если вы будете в каждом ряду смещаться, то у вас ручка будет уменьшаться в длине. Помните, что когда вы развернулись и идете сейчас в обратную сторону, то крючок нужно вводить в самую последнюю вот эту петельку. И только после этого мы захватываем рабочую ниточку и протягиваем ее через эту петлю, а потом и через рабочую. Вот так. Сейчас мы будем вязать соединительные столбики до конца ряда вот за эту крайнюю петельку. Вот она следующая. Также ввожу за край воздушной петли, то есть вот этой цепочки. Делаю захват рабочей нити, протягиваю через эту петлю, а потом и через рабочую петлю. Перемещаюсь в следующую, вот она, эта петелька, ввожу. С этой стороны это вот так выглядит. Захватываю рабочую нить и протягиваю ее через все петли, в том числе через рабочую. Вот так это получается. Так мы вяжем до конца этого ряда. Довязали до конца ряда, и у меня к вам серьезный вопрос. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам, что я так все подробно показываю, что куда вводить, провязывать? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, как вы относитесь к такому формату видео. Для меня это очень важно. И мы продолжаем вязание. У меня остается вот она петелька, провязать ее нужно, и вот эту крайнюю, самую первую, тоже необходимо провязать. Провязываем предпоследнюю петлю. И теперь мне необходимо провязать самую последнюю. Ее я провязываю следующим образом. Я ввожу крючок в карабин, захватываю здесь
петлю, рабочую ниточку протягиваю. И теперь провязываю воздушную петлю. Вытягиваю, ввожу крючок в карабин с обратной стороны, захватываю вот эту петельку и протягиваю через карабин, опускаю его вниз, вынимаю крючок с петли и ввожу его так, как он должен быть. Вот так. Разворачиваюсь вот таким образом. Теперь вот эту ниточку, как и в прошлый раз, укладываю в эту сторону. И здесь вот у меня хвостик, я его потом буду здесь прятать. И повторяю так же, как и провязывала с той стороны. Я должна провязать вот за эту петельку. Вот она. В нее я введу крючок, также за край. Это немножко проблематично делать, но я уверена, вы справитесь. Вот так. Ввела крючок, захватываю рабочую ниточку и протягиваю ее через эту петлю. Далее продолжаю вязание до конца ряда, и все последующие ряды я буду вязать вот за вот эту крайнюю ниточку. Если я переверну, давайте введем крючок, и когда я ее переворачиваю, вот это все та же воздушная петля, то есть косичка из воздушных петель, и вот за этот край захватываю рабочую ниточку и протягиваю. И вот так получается. Вяжем до конца ряда. И как перепроверить себя, чтобы у нас здесь и здесь, где мы вяжем, совпадало количество соединительных столбиков. У нас вот с этой стороны мы считаем вот за эти ниточки, вот они. Это край, который у нас остался от провязывания воздушных петель, то есть с той цепочки наборной. А вот с этой стороны, где мы провязываем уже в ширину наш ремешок, здесь мы считаем вот за эти ниточки. Вот. То есть здесь вот она петелька идет, и за этот край мы считаем и с этой стороны, и с этой стороны вот эти ниточки, количество должно совпадать. Тогда все выполнено и провязано правильно. Когда в очередной раз довязали до конца ряда, здесь остается у меня вот эти две петельки. В предпоследнюю я провязываю соединительный столбик. Далее мне необходимо перейти на следующий ряд и соединиться с карабином. Ввожу в карабин крючок, захватываю здесь рабочую ниточку, протягиваю через карабин, провязываю воздушную петлю. Рабочую петлю вытягиваю, ввожу с обратной стороны крючок в карабин, захватываю сюда вот эту вытянутую петельку и протягиваю ее вот так, меняю положение крючка. Все, перешли мы на следующий ряд. Здесь я должна опустить также вот эту рабочую нить в эту сторону и захват петельки сделать так же, как и в прошлый раз. Переворачиваем, вот она, вот эта крайняя петля, в нее я введу крючок. Также это будет сделать проблематично. Вот так, за крайнюю петельку. И продолжаем вязать также вот за этот край соединительные столбики, провязывая из ряда в ряд, пока у нас вот здесь не будет устраиваемая ширина нашей ручки, лямочки. И вот так провязываем. Данная ширина ручки меня устраивает. У меня остается все те же две петельки. Предпоследнюю я провязываю. Последнюю я делаю такую же манипуляцию, как и во всех предыдущих рядах. Сюда протянула петельку. Вот так. И все, на данном этапе мы обрезаем ниточку. Полностью этот хвостик вытягиваем. И теперь, опуская вот сюда, мы его начинаем прятать.
вот под эти петельки, вот так нужно продеть крючок и сюда эту ниточку протянуть. И теперь вот этот хвостик нам нужно вот так, петляя туда-сюда между петельками, спрятать в полотно. И также нужно опалить этот край, чтобы он не распускался. С этой стороной мы делаем то же самое. Здесь мы также прячем, вот здесь петляя в полотно. Я заправила все ниточки, и следующее обязательное условие: нужно пройтись по всей длине паром, то есть включаем утюг на среднюю или максимальную температуру, включаем режим пара и, не прислоняя утюг к этим ручкам, мы просто обработку делаем паром. Затем берем и вот таким образом растягиваем этот ремешок. После этого все эти петельки и ниточки расправятся. Я уже это сделала и произвела замер. У меня получилась вот эта ручка 98 сантиметров с учетом карабина. И одного, и второго. То есть всего 98 сантиметров. Погрешность получилась 2 сантиметра, но я вязала четверкой. Если бы я взяла крючок номер 5, то как раз таки 100 сантиметров и получилось. Я надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезным. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать мои новые обучающие видео. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!